Дальше мы поговорим о целях тестирования. Тут я тоже, наверное, прошу вас остановить видео на 5-10 минут и подумать, какая вообще цель тестирования, какая она может быть. Можно предположить, что цель тестирования – это найти все баги. Но по второму принципу тестирования, который гласит, что исчерпывающее тестирование невозможно, мы понимаем, что это точно не главная цель тестирования. Можно предположить, что тестирование – это только поиск ошибок. Но на прошлых уроках мы выяснили, что тестировщики должны искать не только ошибки, но и улучшения. Можно предположить, что цель тестирования – это сломать программу. Но представьте такую ситуацию, что вы тестируете какую-то форму на сайте, скажем, регистрацию, и вы находите какой-то хитрый баг, что если в поле с именем ввести какие-то хитрые символы или огромное количество символов, там 1000, каким-то инструментарием вы эту 1000 символов вставили, и в итоге форма падает. Вы радостны, что нашли хитрый баг, идете рапортовать разработчику. Разработчик правит этот баг. И в итоге эту форму регистрацию открывают пользователям. А получается так, что пользователи не могут зарегистрироваться, введя просто обычное имя, такое как Ян, или, скажем, Иван. Получается, что вы нашли такой хитрый кейс, когда пользователь каким-то образом умудрялся ставить 1000 символов в поле, и наша регистрация ломается. При этом стандартный пользователь, который хочет просто зарегистрироваться, он никогда не поймает этот баг. Но стандартный кейс, при котором пользователь вводит обычное имя, вы не могли найти. И именно этот баг заметит пользователь в 99% случаев и не смогут зарегистрироваться. Отсюда мы понимаем, что сломать программу — это не главная цель тестирования. А главная цель тестирования — это выпустить качественный продукт. Критерий качества, он у всех разный. Об этом мы с вами говорили на мастер-классе. Но главная задача тестирования — это то, чтобы пользователи были довольны, чтобы продукт их полностью удовлетворял, чтобы он соответствовал всем потребностям пользователя. На этом все. Я надеюсь, все было понятно в этом уроке. Встретимся на следующем уроке.